Всем привет, меня зовут Алексей. А, Хотел бы с аудиторией Ютуба познакомиться, и рассказать немного о себе, о том, чем я занимаюсь последние несколько месяцев, какие у меня есть челленджи и, собственно, какие интересные истории я встретил за последние несколько месяцев. Ну, скорее даже за последние полгода. Расскажу немного обо мне. Я работаю в IT последние 5 лет, и работал тестировщиком, с дэтом, QA-инженером на разных проектах. И последний проект — это B2B-платформа по генерации визуального контента, европейской нидерландской компании, валютная удаленка. Вот. До этого работал в ряде других компаний, в Райффайзенбанке, вьетнамском финтехе. Вот, собственно, в какой-то момент моя жена, и на тот момент девушка, выиграла грин-карту. Ну и, соответственно, мы вместе ее получили, оформились, расписались. Ну, мы уже на тот момент несколько лет жили вместе. Вот, поэтому, в принципе, вопросов, что делать, не было. И на этот момент, в принципе, работа у меня и у нее была хорошая, и мы не рассматривали мгновенную релокацию в США. Вот, но начали потихонечку мониторить вакансии, смотреть на рынок и понимать, что ситуация в США с работой — это не сказка. И чтобы найти нормальный оффер, нужно очень много постараться. М, Читали разные истории, в том числе и Андрея Горбушкина. У него очень интересные статьи на Хабре, на VC есть о том, как он покорял американский рынок, проект-менеджером устраивался. И так вот, значит, 2 года назад мы получили примерно грин-карту, и с тех пор немножечко начали посмотреть на американский рынок. Ну, хотя у нас были хорошие работы, мы это делали очень аккуратненько. Но все поменялось в прошлом летом, и я начал активно уже мониторить вакансии и активно аплавиться. Вернее как, я нанял ассистента и дал ему все четко, как на что он какие вакансии аплавится. Вот. И, в принципе, где-то с середины лета прошлого он начал аплавиться. У меня какие-то собеседования начали появляться. Даже получил первый оффер. Первый оффер был в компании Infosys, вот, но позиция QA-лида, но у них были очень странные требования насчет верификации бэкграунд-чека, и я немного решил, так сказать, потянуть. Думал, что-то еще найду интересное. Через месяц этот оффер сгорел. В принципе, не очень сильно-то и хотелось. Вот, что еще интересно? Где-то в начале прошлого года у меня была идея написать свою программу по автоматизации откликов на платформе, самой известной профессиональной деловой сети. Не буду ее называть имя. Ну, я думаю, что все понимают. И м, на тот момент не собралось достаточно энтузиастов, энергии у меня лично не было, чтобы написать эту платформу для автоматизации откликов Easy Apply. Вот. И тем не менее, где-то примерно в сентябре такие энтузиасты находятся без моего участия, пишут паблик-проект на GitHub, который, собственно, автоматизирует отклики. Ну, не только автоматизирует отклики на EasyApply, еще и делает автогенерацию резюме. Это все бесплатно в паблике. Я очень обрадовался, когда нашел этот проект, и сразу запустил его там на своем аккаунте. Он что-то там откликался, 100 откликов в день. В принципе, отклики идут, это все автоматизировано. Ну, как-то на душе спокойно и приятно, как-то поиск работы происходит, движется. Но затем внезапно через 2 месяца ребята пишут, что компания постучалась к ним в дверь и сказала, что они используют их товарный знак, это очень все плохо, и надо бы закрыть проект. Ну и на самом деле проект тоже перестал работать, потому что сайт обновил свои алгоритмы, и это приложение, этот код перестал работать. Ну, на тот момент, собственно, приложение было через имитацию браузера, через Selenium. Вот. Ну и как бы я хотел сделать без этого, напрямую общаясь, так сказать, с серверами этого сайта. Ну и где-то в декабре я начал эту программу писать. Написал программу. Кстати, сейчас пишется активно расширение, которое выполняет такой же функционал.
но об этом позже. А, После того, как я написал программу, я понял, что, в принципе, я могу очень много информации извлекать. И я понял такую вещь, что я могу ежедневно мониторить новые вакансии по моей специальности, которые появляются, ну, в принципе, на этом сайте и конкретно в США. Вот. Дальше я понял, что я могу, ну, автоматически доставать людей из этих компаний, где эти вакансии появились. И, собственно, это все очень круто, но что делать с этими людьми? Писать им в личку — это все очень долго, рутинно и неохота делать. Тогда я понял, что в принципе есть и тулы, чтобы найти их имейлы этих людей. А, И да, действительно, у меня был доступ к одной программе, ссылочку которой я, скорее всего, дам позже, которая позволяет автоматизировать, в принципе, все пользовательские действия на этом сайте. А, И в этой программе есть опция поиска имейлов по всего лишь профилю человека. Вот. Ну, соответственно, на предыдущих шагах я собирал уже профиль людей, загружал, тут небольшой ручной шаг, загружал эти профили в эту программу, она мне выдавала имейлы. Вот. И там какой-то список кучи имейлов, но оказывается, что не все эти имейлы актуальны, их нужно еще верифицировать. Оказывается, что есть куча сервисов по верификации имейлов, ну, я написал свой сервис на базе уже существующих сервисов. В принципе, в этом плане у меня есть также свои наработки, которые недавно, уже гораздо позже, чем первая версия этой программы моей появилась. Значит, м, у нас есть имейлы, мы знаем информацию о людях, у нас есть чат GPT. Мы можем генерировать персонализированные имейлы этим людям, да? Замечательно. Почему бы это нам не сделать? Собственно, я написал модуль, который занимается, собственно, генерацией персонализированных имейлов с запросом рефералов. Вот. В чем, собственно, изначальная речь? Не уточнил, что эта программа позволяет автоматизированно запрашивать рефералы. Да? Но вот мы написали имейл, и что же нам дальше делать? Ну, в смысле текста имейлов персонализированных, у нас есть адресаты, сабжекты. А дальше я искал, каким образом можно эти имейлы рассылать, и нашел очень прикольное решение с Google аккаунтами. Google аккаунты, они поддерживают возможность писать скрипты для Google приложений. И можно автоматизированно отправлять письма в том числе. Вот. Но так как, чтобы делать массовые рассылки, нужно иметь много аккаунтов, и чтобы все это как-то ну, как бы собрать воедино, я написал один управляющий сервер, на который стучатся Google скрипты, просят какую-то задачу, то есть какие-то письма, а, и отправляют их, обновляют статус на сервер. Вот. И, собственно, сейчас у меня порядка 40 Gmail аккаунтов, с которых я все это делаю. То есть есть сервер, и они стучатся на этот сервер, берут письма, отправляют, обновляют статус. Дальше у меня все это собирается в одной базе. Я могу посмотреть, какая у меня получилась конверсия. Вот. Но помимо того, что скрипты в Гугле могут стучаться на сервер, делать REST-запросы куда угодно, ну, на самом деле они также могут быть и серверами, там можно деплоить целый сервер через Google Apps Script. Они также могут, ну, например, стучаться в чат GPT и анализировать входящие письма, которые приходят после рассылки. То есть кто-то отвечает на мое письмо, и при помощи определенного промпта генерируется ответ на это письмо. И, в общем, это все приводит к тому, что у меня появляется куча собеседований. То есть автоматизированно на письма отвечают скрипты, они отправляют мое резюме, отправляют мою ссылку на календарь. И я вот таким образом в этом году научился генерировать порядка, ну, там, 3-5 собеседований в неделю. При том, что до этого, когда у меня были просто отклики, у меня было порядка в месяц 3-5 собеседований, ну, иногда и меньше. Вот, собственно, я прошел таким образом собеседование в Apple, в Tesla, в Amazon. Ну, скорее в Amazon, у меня до этого обычный отклик сработал. Вот. Также Epic Games. К сожалению, пока оффера нет, но я понимаю, что собеседование — это игра чисел. Чем больше собеседования я пройду, тем более уверенно я буду себя
преподносить, себя продавать. И я надеюсь, что в ближайшее время у меня будет результат. Вот, поэтому интересно, что думаете по поводу моей системы. А, Не встречал в русскоязычном сегменте такого направления и такого подхода к поиску работы. Я вижу, что очень много блогеров в Телеграме, на Ютубе, которые про поиск работы в США рассказывают, но вот про такую схему и про ее конверсию вообще ничего не нашел. Разве что есть там одно видео на Ютубе, американский блогер записал 5 лет назад, как email рассылки приносили ему много офферов. Но в данный момент я единственный, ну, по крайней мере, кого я вот знаю из русскоязычного сегмента, кто таким занимается, и у меня поставлено все это на поток. В принципе, ежедневно этот скрипт отрабатывает, я смотрю статусы. Да, и совсем забыл упомянуть, что все переписки с входящими сообщениями логируются в Телеграме. Я вижу, кто мне что ответил. Если вдруг что-то нужно ответить, я с этого Gmail сам могу подключиться, но большую часть писем успешно обрабатывают промпты мои в чат GPT. Вот, поэтому очень хотел бы получить отклик от кого-нибудь, кто посмотрит это видео. И если будет интересно, готов пообщаться. Свои контакты и ссылку на мой телеграм-канал приложу в описании видео. Всем отличного дня, вечера, утра. Пока.